Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы посетим стоянку заброшенных автобусов и советские склады. Зайдя сюда, я увидел много интересных находок еще с 80-х годов. Приятного просмотра! Здесь куча всего. Ящики с касками, с противогазами, абсолютно новыми. Просто куда я попал? Нашел я тут вчера одно интересное местечко. Заброшенные склады. Вот. Сюда я вчера заглядывал. Увидел эту кучу мебели. Стулья, шкафы, парты. Здесь вот парты со встроенными стульями. Похоже, это с какой-то старой школы. Все сюда вывезли. Или, может, здесь был магазин мебели? Просто горы парт. Есть кто? Это было неожиданно. Дверь скрипнула. Ладно, пойдем дальше. Следующий ангар. Он больше. Здесь уже, похоже, были склады, судя по этим стеллажам. Кухонный уголок. Баночка 2019-го. Не знаю, мне такие ангары чем-то напоминают военные склады. Какой красивый. Уже умеет летать. А вон второй еще полетел. Опа! Тут на соседней территории автосервис. Судя по тому, что на улице, скоро пора менять колеса. И все мы будем стоять в очередях на шиномонтаж и техобслуживание. Но есть возможность на этом сэкономить. Сейчас расскажу как. А вы знали, что у двух официальных дилеров цена на одни и те же работы может различаться до 10 тысяч?
Не верите? Смотрите. Выбираем свой автомобиль, допустим, Volkswagen Golf. Цена на полное обслуживание где-то 23 тысячи, а вот есть предложение за 7 тысяч. Неплохая такая экономия получается. А самое главное, что расходники и заливаемое масло везде одинаковые. Цена зависит от загрузки сервиса, там где большие очереди, скидок нет. А где очередей нет, чтобы не простаивал сервис, вам готовы сделать скидку. Причем это работает для каждой марки и модели. Hyundai, Kia, Nissan, BMW или вовсе новый китайский автомобиль. Все предложения видны на карте, и записаться можно всего в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. А сам сайт Автоспот не требует никаких подписок и прочей ерунды, так что пользуйтесь и экономьте, ссылку оставил в описании. Что за лаз? Каски. Опа! Похоже на склад. Ящик от противогазов вон. Аптечка. Склад имущества. Гражданской обороны. Вот они. Слоники. Пакет перевязочный. Бинты. Изготовлено в 1986 году. С ума сойти. Целый ящик с такими бинтами. Куда я попал? Так, там, похоже, вижу, датчик висит. Надеюсь, он меня не заметит. Респиратор R2. Как-то раз я такие видел в бомбоубежищах. Сумочки для противогазов. Вот респиратор. От паров и газов респиратор не защищает. Защищает только от радиоактивной пыли. Здесь все сильно разбросано, но все равно много интересного. Ящик с новыми противогазами. С ума сойти. Полный ящик. И этот тоже. Вот они, десятки абсолютно новых, непользованных противогазов, пролежавших здесь не один десяток лет. Так, вот противогазы ГП-5, партия 537, в ящике 40 штук. 1986 года. Вот это да. Бочка. С какими-то желтыми кристаллами.
Что это вообще? Сумочки. Здесь фильтры были. Каски. Строительные каски. Шахтер 1. И таких здесь полный ящик. Вот это находки. Еще каски. ГП-5. 40 штук. В ящике от противогазов лежат каски. Так-то их же еще носить и носить. Можно было бы раздать каким-нибудь строителям. Пакеты перевязочные. А, там каски. Опять каски. Аптечка АИ-2. Ящик с аптечками. А ну-ка. Какие-то запасные релешки, что ли, не пойму. Тоже видно еще советские. Так, аптечки. Неужели? Эх, пусто. Все забрали. Зато вот противогазы. Ну и каски. Этого добра здесь хватает. Вот, похоже, фильтры. Тоже запечатанные. Для ГП-5. Что это? Внутри кармашка, такая бутылочка. Жидкость без запаха. Я думаю, это могла быть походная фляжка. Но я такую первый раз вижу. Вообще я читал, что в советские времена был выпущен целый миллиард противогазов. Это какая-то чудовищная цифра просто. Если население Союза было 300 миллионов, то это по 3 противогаза на каждого жителя. Поезд гуданул. Вот в мире, например, 7 или 9 миллиардов людей. Скажем условно, каждый 9-й человек мог бы надеть советский противогаз. Инструкция по эксплуатации. Я такую ни разу не видел. Вот комплект. Сумочка, маска и фильтр. Противогаз в походном положении.
Сумочка на боку висит. Противогаз в положении наготове, это уже с прикрученным фильтром, наверное. И противогаз в боевом, это уже одетый. Интересная книжечка. Год выпуска 84-й. А вообще, я так понимаю, что это все здесь лежит еще с 86-го. То есть, по сути, я попал на забытый почти на 40 лет склад. Здесь же лежат многочисленные ящики с книгами. Причем книги на немецком, учебные пособия. 78-го года печать. Библиотечная, наверное, книга. '77-го года. Немецкие учебники. Геометрия. Это вообще 63-го года книга. Уже на английском. Сколько формул. Это все книги из какого-то университета. Так похоже. Веревки. Так. Ладно. Надеюсь, оно не работает. Она отсырела очень сильно. А это что? О, я, кажется, знаю. Это ящики с копировальной бумагой. Кладешь такую бумагу между двух листов рисовальной бумаги, например. Рисуешь на верхнем что-нибудь, и все переносится на нижний лист. С ума сойти. Это же редкая вещь. Внутри снова какие-то трубки. Целый ящик. И здесь тоже. В общем, искал я бункер, а нашел вот это. Стоянка заброшенных автобусов. И там вдалеке есть собаки. Техосмотр 2015-го.
закрыто. Сколько же здесь автобусов. Школьный автобус. Ух ты! Сердце. Могучий дизелек. Спалился я. Слишком быстро. Так, я хочу залезть хотя бы в один автобус. Вот, я внутри. Запах, конечно, сильно застоявшийся. Такая атмосфера здесь. Лес, вечер и заброшенный автобус. Тишина и спокойствие, изредка нарушаемый лишь лаем собак. Здесь не только автобусы, вон легковые машины стоят. Самое настоящее кладбище техники. Целый заброшенный автобус. У меня вот воспоминания о школьных экскурсиях. Собирались мы всем классом, а иногда и несколькими классами. И на таких автобусах ездили. Много куда ездили. И по Прибалтике. И как-то раз даже ездили в Петербург. И в поместье, где жил Пушкин. Здесь вот спереди, помню, сидел экскурсовод. Что-то рассказывал в микрофон. Ну а тут водитель. Интересно, каково это рулить таким автобусом? Руль какой большой.
обороты. Спидометр. Куча кнопок. Куча всего. Сколько тумблеров. Это автобус на механике. Здесь вот газ, тормоз и сцепление есть. Да уж, не просто, наверное, таким рулить. 94 или 940 тысяч пробега, не пойму. Здесь, похоже, даже кипятильничек был. И холодильник. Ну да. Самые крутые места в школьные годы считались вот эти, в конце. Подальше от учителей, которые сидели спереди. Помню, как мы играли в мобильные телефоны по пути. Общались. Было время. Туалет. Хочу как-нибудь залезть в одну школу заброшенную, погулять по ней и повспоминать свои школьные годы, порассказывать вам свои школьные истории. Напишите, как вам такая идея. Автобус этот ездил еще в 2018-м. — 2015. Ладно, хватит с меня на сегодня приключений. Как-нибудь я, может, сюда вернусь. Возьму для собак еды какой и попробую все потщательнее осмотреть. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч!